Привет, я Антон. Продолжаем разбираться в американской жизни. Наверное, еще долго будем разбираться. И сегодня в видео обсудим регистрацию машины в Техасе, получение прав в Техасе. И так как приветствие записывается позже видео, я могу с уверенностью сказать, что это последнее видео с похрипывающим микрофоном, потому что вот-вот на днях должен прийти новый, вроде сильно получше. А во-вторых, еще в видео обсудим, мы, короче, заехали, узнали, как купить машину в кредит и были в шоке. Так что приятного просмотра. Начнем разбираться с правами и с регистрацией машины. Чтобы ее зарегистрировать, надо для начала съездить на инспекцию. Чтобы съездить на инспекцию, надо сначала скинуть все ошибки. Скинуть все ошибки надо, потому что у нашей машин конский пробег. Уже там 235 тысяч с копейками, еще и это в милях. И как бы мы ее покупали у знакомого, знали, что там конский пробег, но он сделал по механике ну почти все. То есть там сложно назвать, что он не переделывал. Там новая подвеска, новая коробка, там полмотора нового, ну и все в таком ключе. Вот, такое чудо мы купили, сканер на ошибок, стоит он $30 на Амазоне вместе с доставкой. Как бы окей, сейчас вечер, скинем ошибки, завтра съездим в магазин, чтобы проехать сколько-то там миль, потому что я не знаю, зачем. Чел тогда рассказывал, когда в Нью-Джерси проходил инспекцию, что надо скинуть ошибку и проехать 70 миль минимум. Типа, чтобы на инспекции видели, что, ну, не знаю, не только что были сброшены ошибки. На самом деле я нигде правил таких не видел, не читал. Ну, съездим завтра в магазин, поедем на инспекцию, окей. Не 70 миль будет, поменьше. В общем, завтра увидим, что там будет на инспекции. Пойдем скидывать ошибки. Так, что у нас есть? Read код. Ну да, короче, ошибка по катализатору. Ладно, так, что у нас тут еще есть? Короче, одна ошибка по катализатору лежит, висит. Что она делает там? Висит. Так, сейчас скинем. Да, я уверен, что хочу скинуть. Все скинуто. Окей. Ну, прикольно. Но могло бы стоить и дешевле, честно говоря, за $30. Все, ошибок нет. Короче, едем завтра... Куда? Едем завтра в магазин, а потом едем на техосмотр. Так, ну что, съездили мы на станцию техосмотра, и, короче, машина не прошла, потому что они решили проверить гудок, а гудок не работает. И там вообще как-то все жестче. Чел сначала сел в тачку, на ней проехал, потом подключил к компу. Там какой-то странный чел такой, у тебя 3 ошибки. Я после него потом посмотрел, у меня нет ошибок. Ну, то есть, ладно. Он жмякнул на гудок, он, естественно, не работает. Блин, машина прошла техосмотр в Нью-Джерси, 2 раза в Пенсильвании, и все было окей. Ну, ладно. Короче, поехали мы на авторазборку. Вот так вот она выглядит. И тут район такой авторазборочный. Тут до хрена разборок, и мы нашли разборку именно Dodge Chrysler. Сейчас мы найдем, где-то тут должен быть Chrysler, и попробуем с него что-нибудь снять. Так, короче, нашли мы запчасти на Chrysler. Разборка, блин, какие-то очень сметенные чувства. С одной стороны, она вот Chrysler, Dodge, все дела, там реально много запчастей, много вот таких вот машин. Блин, так жалко, они все такие там мертвые и битые. Ну, короче, запчастей до хрена. Но чувак захотел за гудок и за штуку, которая открывает багажник, 160. Сначала он сказал $175. Я говорю, давай 165. Он такой, не, ничего не знаю, 175. В итоге, короче, сняли. Еще я думал, я пойду сниму сам. Ну, типа, дешевле должно быть. Они такие, нихера, наш обученный специалист снимет. Короче, ладно. Показал я, с какой машины ему снять запчасти. В общем, снял.
это самое, и такой, ладно, типа 162. И вот прямо тут, короче, все это дело скинули, я всунул этот хорн, и теперь наш машин может делать вот так. Блять, нихера себе. Короче, громко. Так, сейчас, короче, надо все это дело подсобрать и попробовать сделать, чтобы задняя дверь еще открывалась. Вжух и новый день. Мы взяли реванш по техосмотру. Короче, нашли на Google Maps какую-то контору, у которой, ну, очень-очень высокие оценки были. Прикол Техаса в том, что техосмотр проходится в частных конторах. То есть в Нью-Джерси были такие государственные, а здесь только частники. Они вот просто, видимо, лицензию получают и все. И мы на Google Maps нашли типа контору, которая проводит техосмотр, и у нее очень высокие рейтинги. Туда заехали, они все проверили, сказали, у вас отличный машин, дали техосмотр, мы поехали в этот такс-офис оформляться. Все это занял техосмотр, мы прошли где-то минут за 10, ну ладно, 15 может быть. В такс-офисе провели, наверное, минут, не знаю, час или типа того. Все, нам сразу дали номера, регистрацию. Еще интересно, у них нет никакой бумажки о регистрации, ничего. Ты просто стикер клеишь, как вот у Нью-Джерси по техосмотру, а тут это стикер всего, что у тебя есть регистрация, что у тебя есть техосмотр и все дела. А еще тут надо каждый год проходить инспекцию и каждый год обновлять регистрацию на машины. В Нью-Джерси нам дали инспекцию на 2 года. Ладно, в общем, осталось нам получить права. За правами мы поедем через 2 недели. Чуть-чуть меньше, через 1,5 недели. Надеюсь, мы просто поменяем наши права, и на этом все. И надо, наверное, связаться с Нью-Джерси этим DMV, ГАИ, сказать, что все, тачка больше не Нью-Джерси, а в Техасе. И, наверное, спросить, что делать с правами. Короче, ладно, пойдем дальше разбираться. Вжух, и прошло 1,5 недели, продолжаем автомобильную тему. У нас сейчас прямое включение, потому что я в шоке. Короче, завтра едем менять права на техасские в DMV. И получается, послезавтра жена идет на работу. И мы что-то подумали, что было бы неплохо иметь вторую машину, потому что, ну, я, наверное, тоже найду работу. И даже если, там, не знаю, я не буду работать какое-то время, вторая машина была бы неплохая, потому что здесь нет общественного транспорта. Ну, то есть жена, если что-то с этой точкой произойдет, жена на работу тупо не доберется. Ну, только на Uber там за баснословные деньги. Ну и мы такие подумали, мы в Штатах, там все дела, Теслы, почему бы не рассмотреть электричку? И казалось еще интересный момент, в том комьюнити, где мы живем, там же есть парковка. И на парковке есть места с зарядками для электромобилей. И мы спросили у наших арендодателей, как это все работает, как платить. Они такие, вы должны, типа, договор на аренду паркоместа, вот, которое будет только за тобой, заключить за $100 в месяц, и тогда можете заряжаться сколько хотите. Типа, если у тебя электричка, ты вот это вот арендуешь паркоместо именно с зарядной станцией, и все, у тебя анлим на зарядке. И мы такие, ну, как бы $100 в месяц. Ну, зашибись, потому что, например, вот сейчас я заправил полный бак, позавчера за 50, что-то там $6, по-моему, ну вот за 2 дня, там, считай, за 3 дня полбака уже нет. Ну, как бы нормальное такое предложение. Ну и, короче, решили рассмотреть. То есть на ум что приходит сразу, естественно, Тесла. Еще есть в Штатах такой прикол, налоговый вычет. Ты можешь, если ты покупаешь новую электричку до 7,5 тысяч, ты можешь налогов, ну, короче, сохранить себе денег. И мы такие почитали, там есть разные условия, чтобы получить этот вычет. Ну, короче, там большинство электричек подходят. Мы что-то тут ездили, заехали там в один торговый центр, и там оказался салон Тесла. Ну, короче, пошли туда посмотреть. В общем, посмотрели, честно говоря, это какое-то дно. Ну, то есть, это ужас, я не знаю. Разберемся, почему, да? Машина, что получить? Налоговый вычет по Тесле. Если ты смотришь бюджетную, например, Модель 3, ты должен взять дальнобойную версию. Дальнобойная версия стоит 50 тысяч без допов. Это вот, ну,
просто, да, ты что-нибудь туда закинул, это еще побольше денег, 50 тысяч. Но она в салоне реально как Жигули, вот Веста какая-нибудь, вот примерно уровень там, ну да, тут большой экран типа, да, минимализм там и все такое, но мне не хочется сидеть. А когда ты думаешь, что она стоит 50 тысяч, тебе оттуда хочется выйти. И, короче, мы такие что-то на это все посмотрели и решили, нет, это не для нас. И решили посмотреть бюджетную версию электричек. То есть, ну, первое, что на ум приходит, это Nissan Leaf. Короче, посмотрели мы новый Leaf. У них есть две версии, обычная и дальнобойная. Обычная стоит 28 тысяч, дальнобойная, там типа другая батарея, другой мотор, стоит 36 тысяч. Решил я посмотреть, сколько они бэушные стоят, это какой-то кошмар. Короче, я нашел в Toyota центре, то есть, видимо, кто-то сдал свой Leaf в трейд-ин за 20 тысяч, дальнобойную версию. Ей год и 3 месяца, у нее чистый тайтл, она не была в ДТП, ну, то есть там такой честный отчет Carfax, у нее пробега 9400 миль, и она стоит 20 тысяч. Она за год и 3 месяца и 9400 миль в цене потеряла 16 тысяч. Ну, то есть, я не знаю, ну, зачем чувак ее сдал? Ну, то есть, 16 тысяч. Ну, ладно, как бы, мы такие, ну, как бы, хороший прайс, вроде как, вроде неплохой машины, у них там отзывы хорошие, все дела. В общем, мы тут колесили рядом по магазинам, решили заехать в этот Toyota центр. Короче, посмотрели мы на нее. Блин, нормальная машина. Ну, то есть, туда садишься, она стоит 2,5 раза дешевле, чем Тесла. Да, как бы не так, типа, круто и современно, но она, ну, не выглядит там как бюджетка. Вот тут вот как-то все дешманско сделано. Но глобально прям нормальная машина, такая симпатичная. Мы на ней проехались. И тоже, ну, она не рвет там как Тесла, но она хорошо ездит. Ну, то есть не уступает Крайслеру. Наверное, так себе комплимент. Ну, короче, в общем, мы такие поездили, нам понравилось, и мы этому челу, который с Тойоты с нами там ходил-бродил, говорим, слушай, чел, ну, нам нравится, как бы рассмотреть вопросы финансирования, чтобы, ну, не сразу свои 20 тысяч заносить, а, например, там, ну, не знаю, 30-50% мы там готовы заплатить. Он такой, да, пойдемте поговорим, там все дела. Приходим мы в его офис, он такой, да, типа, вы готовы там 30-50? Мы говорим, ну да, где-то так, нам бы понять, вот сколько это там будет нам стоить. И он такой куда-то сваливает. Мы ему еще говорим, что типа, чувак, у нас нет еще кредит-скора, он в процессе как бы формирования. Он такой, все херня, если вы от 30% заносите, вам этот кредит-скор не упал. Типа, мы вам дадим кредит. Мы такие, окей. Как это работает? Ты вот говоришь, какая тебя там тачка интересует, все дела. Ты оформляешь такой, типа, запрос на квоту, что ли, да? Они тебе не говорят там, что у нас есть вот такие-то, например, кредиты с такими-то процентными ставками. Нет, ты, типа, даешь свой ССН, чтобы они тебя чекнули, что, кстати, тоже плохо влияет на кредит-скор. Но мы решили, что окей, нам это подходит, чтобы понять, как это все работает, там все дела. Короче, он куда-то свалил. Сначала к кому-то там подходил, потом еще кому-то подходил. И в итоге возвращается к нам там через минут 5 с бумаженцей такой, вот ваша квота как бы. Я хотел эту бумаженцию взять и, ну, пойти там, ну, посчитать, все подумать, туда-сюда. А он такой, нихера, ну, я эту бумажку беру. А он такой, нихера, типа, это бумажка для внутреннего пользования. И я такой, ну, ладно. Думаю, я запомню, блин. В общем, как эта бумажка выглядит? Там просто табличка. С одной стороны, сколько ты заносишь, ну, первого платежа, со второй стороны, количество месяцев кредита от 60 до 72. И вот если ты заносишь минимальное 30%, ну, это там 7 тысяч, это, кстати, даже больше, чем 30% от стоимости этой машины. Короче, 7 тысяч заносишь и берешь кредит на 60 месяцев, и там $500 в месяц. Я такой думаю, что-то до хера.
Я ему говорю, слушай, чел, ну, мы ему сразу говорили, что мы прямо сейчас, ну, не хотим, ну, не то, что не хотим, да, ну, сейчас мы прям не будем покупать, нам надо там подумать, взвесить, ну, и, может быть, вернемся и купим. И он такой, меня не отпускает прямо, и такой, типа, ну, так что, как тебе там, нормальный дил, там, будешь брать? Я говорю, да хер знает, вот, у меня нет калькулятора в голове, $500 в месяц нормально? И я такой, ладно, достаю калькулятор. И, короче, я посчитал, нам тачка обходится. Она стоит 20, там стоит 20 400. А с таким вот условием она обходится в 37. И я, ну, просто на калькуляторе посчитал, я говорю, чувак, что за херня? И он такой, типа, на меня смотрит, я говорю, нет, это, ну, вообще не хороший дил. Это, ну, от слова, блядь, я не знаю, сосиски не хороший дил, да? И он такой, ну я вообще, я охерел просто. Я смотрю на него ошалевшими глазами, ну как бы. И он такой, а что такое, а что случилось, да, а кто это сделал? Типа, а что не так? Я говорю, ну чел, ну это до хера ты хочешь, ну это очень дорого. И он такой, а сколько ты хочешь? Я говорю, да я не знаю, ну типа, он такой, не, ну вот давай, вот типа сколько ты хочешь? А я уже еще раз хотел оттуда уйти. Я говорю, ладно, хер с тобой, давай посчитаем. И вот, блядь, напишите в комментах, да, сколько вам кажется, ну какой процент вот нормальный. Вы находитесь в Штатах, да, у тебя нет кредит-скора, еще не наработан, но мы же эту квоту оформляли на жену, у нее отличный job-оффер с хорошей зарплатой. Вот какой нормальный процент, да, какая там безрисковая ставка сейчас в Штатах, 5,25, по-моему, если меня не ошибаю, не изменяет память. Ну, короче, я говорю, ну ладно, давай посчитаем. Я взял 12%. Вот я не знаю, вот вам кажется нормально? Нет, мне кажется нормально. 12% в Штатах, в долларах, ну, вполне может покрывать эти риски. И у меня вышло $300 в месяц. И, ну, при таких уже вот условиях. Я говорю, чувак, ну, типа, мне кажется нормальным 300. Если честно, даже это дохера кажется. Ну, типа, 12% в Штатах. Ну, ладно, хер с ним, там нет кредит скоро, все дела. Я говорю, 300. Вот 300 нормально. И он, а теперь он смотрит на меня ошалевшими глазами. И я говорю, ну, типа, ну, все понятно, все, до свидания. А он такой, нет, блядь, подожди, давай подумаем, что мы можем сделать. Я говорю, так что думать? Ну, типа, 300 и 500, ну, ты чувствуешь разницу? А, еще же это, сука, все на английском. Я сейчас, ну, как бы в шоке, да, и мне на русском сложно формулировать, а там я, короче, ну, и это еще на английском, я забыл слово, блядь, грабеж, ну, хотел ему сказать, что это грабеж. В общем, и он такой, типа, ну, там, если что-то там убрать, что-то там туда-сюда, такой, ну, типа, можем сейчас вот посчитать и сделать тебе там 300 плюс. Типа, вот 300 не обещаю, но 300 плюс обещаю. И, ну, а я ему говорю, что, чел, мы же тебе сразу сказали. Ну, он сразу хочет, короче, чтобы ты такой, все, типа, дил, давай, ну, вписываемся в это, да. Я ему говорю, ну, типа, мы не хотим вписываться, мы хотим узнать, сколько это стоит, подумать, посчитать. Я хочу посчитать, ну, вообще это стоит электричка этих рисков, да, или там не стоит. Ну, короче, а он такой, нихера, давай, давай, туда-сюда. Вот, и в итоге у меня два вопроса. Собственно, какого хера, ну, начинаются два вопроса, да, какого хера, во-первых, ты на меня давишь, ну, вот так вот, я тебе 10 раз сказал, что, ну, мы сейчас вот не хотим там туда-сюда, мы хотим все узнать и посчитать. А он прям, ну, прямо насаживается, да. А второй вопрос, какого хера ты мне даешь такую квоту? Ну, то есть, $500 в месяц. Вот, ну, он думает, у меня нет калькулятора в телефоне. Или, ну, как это работает? Или американцы не считают. Ну, у меня один, наверное, какой-то вариант вот этот вот, да, что они приходят, они не смотрят, ну, сколько это стоит. Им говорят, ну, если это кредит, им говорят, что ты будешь платить в месяц там какую-то сумму, вот в нашем случае 500, и ты типа, ну, я не знаю, не думаешь, да, не думаешь о цене, а просто анализируешь, что можешь ты себе это позволить или не можешь. Вот, например, $500 там можешь ты позволить или не можешь. Но это же, ну это бред какой-то. И, короче, ну вот, да, собственно, вот таких у меня два вопроса.
И где эти все прекрасные дешевые кредиты? Ну, вроде да, вроде бы если у тебя там великолепный кредит-скор, который, ну, видимо, чтобы его наработать, тебе вот это вот грабеж, через этот грабеж надо пройти, наверное. Я хер его знает. Короче, не будет у нас Nissan Leaf, а завтра поедем, поменяем права. Я надеюсь, хоть там будет, ну, нормально все. И расскажу, ну, что с этим, Nissan хотел сказать, что с этими правами. Я надеюсь, мы разберемся уже с этими историями, с правами, с регистрацией машины и вообще, ну, в Техасе. Блять, ну я, короче, я в шоке. Ну, у меня нет слов. Короче, увидимся завтра. Так, ну все, вроде эпопея закончилась. Приехали мы в какой-то агрогородок техасский. 2,5 часа сюда пилили, потому что раньше, ну, ближе и раньше нигде не смогли найти местечко. Ой, получили, в общем, права. Короче, регистрация на машину стоила нам $200, права $33. Ну, дали нам временные права, распечатала на бумажку, накосячила с фамилией, типа такая, проверяй. Я, короче, проверяю, говорю, ошибка в фамилии, она что-то там у себя в системе потыкала. В итоге распечатать новую с корректной фамилией не получилось. Она такая, в системе изменено, все, езди так. А права сами, ну, сама карточка должна прийти в течение 30-45 дней. Еще тайтл на машину должен прийти там в течение 2 недель, и вроде будет все закончено. Блин, у нее поток какой-то жесткий. Короче, она одна сидит, ну это же такая деревня, и там все что-то идут, и она... Так, ты идешь сдавать экзамен, ты что-то там, кто-то заходит, она такая, что тебе? В это время она оформляет нас. Короче, это ужас. Так, ну и все, короче. Можно считать, что мы техасские резиденты. Спасибо, что посмотрели, были рядом. Пишите в комментах что-нибудь. Встретимся в следующем видео.